часов 25 минут. На третий путь. Платформа номер 2. Выход на платформу производится через... Красивая. Ага. Всех приветствую на канале Белая Ворона. Меня зовут Алина. Я сейчас нахожусь на Байкале, на острове Ольхон. Подхожу к мысу Бурхан. Я же ведь не умею картами пользоваться. Учусь, так сказать, на ходу, потому что у меня просто и полностью импровизированный поход. Я ничего вообще не знаю. Я здесь первый раз, никогда не была на Байкале. У меня все получилось спонтанно просто. Маршрут у меня импровизированный. Сейчас мне на самом деле нужно найти, где остановиться на ночь. Я, если честно, ужасно хочу пить. Не знаю даже, где тут воды можно взять. У меня есть немного в бутылке. Там реально мало. Фух. Я знаю, что Байкал типа чистый, воду можно пить и все такое.
Ну, не знаю, тут всякие яхты, лодки, все такое. Может быть, кипятить и можно, но не так, чтобы пить. В общем, я вообще не знаю, где встать. Можно ли тут с палаткой стоять. Скорее всего, нельзя. Если нельзя, то куда мне податься? Вообще ничего не знаю. Такие интересные столбики. Вот тот вообще красивый олень. Потом орел. Интересно выполнено. А вон там наверху чайка сидит. Интересно, она живая или... А, нет. А, да, живая, представьте. Вон она, чайка. Я подумала, специально посадили, она живая, оказывается. В общем, иду, заворачиваю вот сюда. Опа, а тут пляж. Я даже не знаю, как он называется. Я вижу там палатки, пара штук. То есть, значит, можно ставить. Очуметь. Извините за тряску, я просто с горы спускаюсь. Какой же огромный Байкал, как же красиво, а. Вон, смотрите, какие там холмы. Вообще, жаль, только народу много. Я решила вернуться за водой. Оттуда, с пляжа вернулась, поднялась обратно в гору, потому что ужасно хотелось пить. И супер жарко, просто невыносимо. Я думала, задубевать тут буду, а тут жара просто. Переоделась вон в шорты. И пошла купить воды. И представляете, сколько здесь литр воды стоит? 200 рублей. Я говорю, она у вас что, золотая? Парень так на меня посмотрел жалостливым видом. И сказал, давайте я вам бутылку налью из-под крана. Представляете? Хороший такой парень. Налил мне воды в бутылку и в маленький термос. Мне не пришлось покупать. Вот. Никто не знает, можно ли тут палатку ставить, где ее вообще можно ставить. Никто не знает. Говорят, что тут зона охраняемая вроде бы как. Сейчас я просто тут по скалам по этим пройдусь. Ну, красоты посмотрю, потому что я с тяжелым рюкзаком потом не вернусь. Пойду до этой скалки схожу и до шаманки пойду схожу. А потом, наверное, пойду на пляж схожу. Вообще-то я сюда ехала, чтобы окунуться в Байкале. Как-никак. Красиво. Честно, никогда не понимала, зачем вяжут эти ленты. О, чайка кричит, слышите? Как красиво. Вот там, походу, можно лодочку взять и типа поплавать. Я никогда в жизни сама не плавала. Вон там-то такая вода прям какая-то малахитовая. Вообще красота. И бескрайний Байкал. Опа, вот такой подставы я не ожидала. Короче, здесь нужно вот сюда пройти. И вон там по такой узкой дорожечке пройти, скользкой. Она такая сыпучка, блин, а тут обрыв. Наверное, можно вот тут типа еще спуститься. Вон, видите, люди идут. Я там не пройду с тяжелым рюкзаком, я просто скачусь в обрыв. Поэтому мне придется вот тут идти. А тут тоже такое себе. Еще и к воде не подойдешь, блин. Когда налегке, то тут без проблем спуститься. Когда с таким рюкзаком, который перевешивает тебя, это вообще очень тяжко, реально. Подошла узнать насчет лодок.
И решила взять сразу лодку. Никогда на них не плавала. Вот. $2000 лодка стоит, а САП стоит 1000. Я сначала хотела на нем, я никогда на нем не плавала, боюсь камеру утопить, поэтому пришлось лодку взять. Сейчас до Шаманки поплыву, попробую. Не знаю, как снимать буду, получится, нет. На Тимоге в Байкале первый раз в жизни, кстати. Так, а какими грести? Вот Да, вот так. вот так? Вот так, все верно. Вот так, да? Да, вам вот сиденье сзади. Все. На бортике не облокачивайтесь. Она не перевернется? Но вы не облокачиваетесь, все будет хорошо. А, надо же назад, да? Да, вы разверните весло, да, чтобы назад плыть, надо развернуть. И боком к волнам лучше не стоять. Короче, я не знаю, как плыть и как снимать одно и то же время. У меня не получится так. Не получается. У меня же нет специальных устройств всяких. Я реально первый раз в жизни плыву, понимаете? Ну, в смысле, на таком вот, на каяке. Я не плавала никогда. Вот плохо, что у меня нет камеры GoPro и крепления дома валяются всякие, которые мне прислали. А камеры нет. Я бы сейчас могла нормально себя снимать. У меня, конечно, штатив есть, но я так боюсь его ставить в лодке. Он же может упасть в воду, и все, и капец моему телефону. И всей съемки капец. Короче, пришлось 2000 аж отдать, чтобы вот так сплавать. Но с другой стороны я подумала, я первый раз в жизни на Байкале. И фиг его знает, когда я еще сюда вообще приеду, не приеду. Надо пользоваться. Я, может, на Альхон не соберусь больше никогда, кто его знает. Я на Альхоне, кстати, не сказала, я буду завтра весь день, а послезавтра у меня обратно... Блин, простите, что заваливаюсь, я ногами просто держу. Послезавтра у меня будет обратно автобус. Ну, паром, потом опять на автобусе, и потом я вернусь в Иркутск. И поеду в Северобайкальск. Что будет потом, я вам потом расскажу, потому что если я сейчас буду столько болтать, вам надоест смотреть. Короче, я такая довольная вообще. Ой, простите за тряску. Приходится тут выруливать как-то с камерой вместе. Вон, подплываю к Шаманке. Ну, еще не подплываю, мне до нее еще плыть и плыть так-то. Я хочу там заплыть, там, по-моему, бухточка есть какая-то. Посмотреть. Мне интересно вообще. Жаль, не могу себя снимать, как я плыву. Вот так сижу. Кстати, когда веслами греблю, правильно я сказала, заливается вода сюда, боюсь, что камеру зальет. Ой, вообще так классно, смотрите. Простите за дурацкие эмоции, вощеканье и все такое, но, блин, реально я такая довольная вообще, у меня просто счастье такое. Я никогда так не плавала сама. Да и не сама, я никогда на каяке не плавала первый раз в жизни. Одной рукой вообще не получается. Короче, вокруг, смотрите, какая красота. Кстати, мне сказали, что палатку там можно поставить на том пляже, только не на самом пляже, а туда надо дальше уйти. Вот это хорошая новость. Музыка, блин, играет, как бы мне авторские права тут не залепили с этой музыкой. YouTube он такой. Вон туда мне надо заплыть, попробовать сейчас. Не, ну я реально не могу налюбоваться на эту красоту. Кстати, сейчас моторка проплыла и просто меня вот так волнами начала качать лодку. Это вообще просто что-то. О, куда я выплыла, на просторы. Вот там холмы видно. Тут люди, короче, плавают. И смотрите, с этой стороны, какая она рыжая. Прям как у нас на торгаше скала рыжая. Красиво. О, вот так лучше видно. Там опять этот катер. Сейчас меня волнами будет вот так вот прыгать будет. О, качает. Вообще качает прям сильно. А, нифига.
Очуметь. Круто. Вообще вся в эмоциях такая. Не зря ехала. Даже просто вот тут побывать, даже день. Это уже счастье, это уже не зря. Столько я пылилась, ехала. Ехала я долго. В общем, я оплыла вокруг уже эту скалу. Шаманка, которая... И нигде нет никакого заплыва. Там я думала, может быть, бухточка какая-нибудь есть, можно заплыть. Но нет. Я сейчас попробую вон туда поплыть. Вот, заверну туда. Надеюсь, я по времени успею. Вообще здесь везде люди такие хорошие, отзывчивые. Я надеюсь, что если я переплаваю лишнее время, с меня не издерут еще денег, то надо еще вырулить, успеть туда, на берег. Вот такую красоту я проплываю. И я уже доплыла практически до пляжа. И сказали, что можно пляж пройти и где-то там дальше, где, видимо, места дичее, там можно поставить. А мне чем дичее, тем лучше. Разве я могла представить, что сегодня буду вот так вот по Байкалу на каяке плавать? Реально не могла. Я вообще не знала реально, что меня ждет. Я вообще не знала ничего. Люди там сидят, изучают карты, изучают места, и там куда пойти. Не, они правильно делают, не то, что я. Мне реально некогда было это все изучать. И я это просто, я не знаю, как искать. В общем, просто у меня все наобум. Реально просто все наобум. Просто думаю, возьму и поеду, и все. Такие дела. И вот я на Байкале, на Ольхоне. Плаваю на каяке. Я иногда, честно, сама себе поражаюсь. Честно. Подплыла к такой скале. Хотела туда зарулить, а там и некуда. Но подплыть можно, в принципе, попробовать. О, куда я заплыла. Такая ляпота. Люди там, смотрю, на дрон снимают. Эх, белой завистью завидую. Какая, наверное, красота с дрона. Ух, одной рукой не. Так, у меня полфильма будет, как я тут гребу на каяке, короче говоря. Ой, я куда поплыла. Камни. Сейчас вот так вот обогну и назад поплыву. Вокруг шаманки опять. Я стрекозу спасла. Она бултыхалась в воде. Все, она бы погибла, она не могла выбраться. Я ее еле выловила, реально. Сейчас я ее довезу до берега и вытащу, будет обсыхать. Вон, видите, крыльями машет. Стрекоза залезла мне на ногу. Видимо, она у меня сухая, теплая. Она посушится, чувствует тепло. А она такая мокрая. И такая огромная. Посмотрите, по сравнению с моей ногой, она такая огромная. Кстати, я увидела этих ребят, которые на дрон-то снимали. Я к ним подплыла и попросила мне дать вот это вот видео именно с этой скалы. И они пообещали найти меня. Ну, я сказала, пришлось сказать, что у меня канал есть, хотя я не люблю говорить. Редко говорю кому. Стрекоза ползет, у меня лапы такие. Короче, вот, и они сказали, что найдут меня в ВК и, возможно, дадут мне вот этот видос с дрона, представляете, красоту. Может быть, даже я там на каяке попала. Вообще круто, если дадут. Посмотрим. Если вы в фильме увидите съемки с дрона, значит, они мне все-таки дали. Я уже плыву. Выходить. Сейчас, смотрите, солнце вечернее, какая красота. И вот стрекоза со мной едет. Лезет мне прям под руку. Боюсь ее нечаянно раздавить, когда гребу. Все, я подплываю.
Все, я наплавалась, я довольная. Так неохота обуваться, тут песок такой мягкий, ноги отдыхают, надо в ботинки их опять запихивать. Сейчас, короче, обуюсь, возьму рюкзак и пойду искать место для палатки. Тяжело по песку идти, вообще очень. Еле тащу ноги. Но в горку гораздо тяжелее ходить. Так что все нормально. Идем. Я как на море, реально. Такое ощущение, что ты на море. Потому что здесь песок, чайки и море, которое Байкал. Прям как на море, реально. Я нашла хорошее безлюдное место и ставила палатку уже на закате. Глядя на Байкал, я размышляла, как же все-таки непредсказуема жизнь, и я в этой жизни. Я не стала вставлять в фильм длинный рассказ о том, как я попала на Ольхон и свои дальнейшие планы, а сделала отдельный ролик, который вы можете посмотреть на моем втором канале. Ссылка под этим фильмом. Время где-то всего лишь 10, может 11 час, но я сегодня так устала, прям конкретно, с этими добираниями, неспанием ночи в поезде. Вот. Все завтра расскажу, потому что что-то у меня настроение, если честно, упало. Потому что, представляете, я тут снимала такую красоту, тут солнце садилось, я тут палатку ставила, кушать готовила, там такую красоту показывала, снимала, и у меня вот что-то с картой памяти, и все это просто в никуда ушло. Я прям сильно расстроена. Теперь к хорошим новостям. У меня вот такой новый спальник, он пуховый. Вечером реально так сильно похолодало, я уже ходила, меня прям уже трясти начало. Еще ветер от Байкала холодный. Вот, и я думала, я с собой носки взяла из верблюжьей шерсти, думала, вряд ли они мне пригодятся. Угу. И это шалина мерзлявая, я их уже надела, конечно же. Залезла в пуховый спальник, и вот наполовину сижу в нем, и мне вообще реально тепло. То есть вот у меня пуховый спальник появился и пуховая куртка, которая до минус 10. Вот. Благодаря одному подписчику, который позаботился о моем здоровье, говорит, что не может смотреть, как я мерзну и все такое. Спасибо вам за тепло и уют. Котик тут меня вот ждет, сидит, тоже расстроенный, потому что я с ним тут такие красивые фотографии замострячила. Котик на Байкале, палаточка, закат, после заката такое было, и все вот это вот тоже ушло. Так жалко вообще просто. Ладно,
Вот так снимаешь, стараешься. И вот так вот все пропадает в один миг. А это же все равно, представляете, сколько времени затрачиваешь, труда, сколько уходит реально. То есть ты такой пришел уставший, голодный, просто вот хочется реально забить на все, просто поесть и лечь спать. Но нет, потому что вид красивый, потому что Байкал, потому что я тут первый раз. Я беру, ставлю камеру, делаю, говорю, снимаю. Уставшая, голодная, но делаю, и тут такой облом. Конечно, обидно будет. Ладно, все, не будем расстраиваться. Всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля. 9 утра. Я просыпалась в 5 и в 7. 5 утра было очень холодно еще, прям вообще холодно, хотя солнце уже встало. А в 7 утра уже было достаточно тепло, я начала раздеваться. Сначала раскрылась, потом сняла постепенно термобелье, носки. А потом уже вообще просто уже стала палатку нагревать. Я полностью из спальника вылезла туда, он его скинула. И вообще вот разделась, потому что прям жарко в палатке. Вот. В общем, ночь прошла отлично. Надо вставать. 9 утра. Байкал ждет. Ветер прохладный, а так солнышко уже пригревает. Реально как на море, в палатке лежишь, и вот этот шум прибоя, засыпаешь под него, просыпаешься под него. Так здорово, реально. Такое ощущение, что я на море просто нахожусь. Песчаный пляж, море, яхты плавают. Красота. Сегодня у меня будет такой лайтовый день, просто отдых. Потом потеплее станет, потому что ветер еще реально прям холодный. И попробую искупаться в Байкале наконец. Я на Байкале! Я еще до сих пор поверить в это не могу. Как же тут классно! Тут везде, кстати, чабрец растет. О, красавчик. Можно чай заваривать. Можно даже собирать, но мне что-то жалко, пусть растет. Тут много его. Можно было бы пособирать, но, во-первых, я еще долго буду в этом путешествии. И этот чабрец не доживет, наверное, его же сушить надо, там все такое. Я его в рюкзаке буду таскать. В общем, пусть растет. У нас тоже чабрец растет, но в этом году даже его не собирала. Что-то совсем некогда было. Мне кажется, у нас он, наверное, уже отцвел, здесь холоднее. Хотя, может, еще и цветет. У нас в этом году весны не было, тоже все позже началось, поэтому вполне возможно, что цветет еще. Погода здесь как в горах, реально. Ночью очень холодно, что кутаешься в одежду, весь наздевываешься в пуховый спальник, носки теплые.
Утром тоже прохладно, вот я в кофте ходила. Сейчас уже все. Солнце жарит, я думаю, днем вообще будет прям жарко. Буду загорать. Утром традиционно каша. Смешаю овсянку с рисовой. Пахнет вкусно. У меня, кстати, вот такая кашка. Овсянку смешала с рисом. А это сублиматы, клубника кусочками и малина. Я тут перышки нашла. Чингачгук. Вообще ощущения такие классные. Вода ледяная, просто окунаешься. Не передать словами. Как всегда, не передать словами. Нет, такие ощущения очень сложно словами передавать, ну, по крайней мере, мне. О, сибирские коровы траву шипают. Привет, привет, привет. Ой, ты малышка. Дайте почешу. Маленькая, маленькая. Жарко. Черным-то жарко очень. Малышка. Короче, дело такое. У меня же с картами памяти что-то, да, я надеюсь, что это с картами, а не с телефоном. И я на свой страх и риск просто оставила свою палатку со всеми своими вещами и пошла в поселок, чтобы найти карты памяти. Я потратила несколько часов, просто по жаре ходила, искала, и только в одном магазине нашла. И самые большие там только на 64. Я купила 2 штуки, одну на 16. Продавщица мне сказала, что вот только сейчас несколько дней жары. Оказывается, тут до этого был, говорит, сильный холод. И вот сейчас жара постоит дня 3-4 и снова похолодает. Представьте, как мне повезло. То есть я могу купаться, загорать, как в море. Подхожу к палатке. Вон она стоит, моя красавица, наверху. А вот здесь я купаюсь. Наконец-то я дошла. Залезла наверх, отсюда вид лучше.
Вот, палатку лучше видно. И Байкал сверху красивее смотрится. Надеюсь, видно, что он такой, как бирюзового такого цвета. Иду босиком. Иначе в обуви здесь невозможно идти. Полный путь песка. Босиком тоже тяжело. Тут колючек всяких полно, которые в ноги могут воткнуться. И там, где люди, там стекла. Ну, люди, это ж люди. Грязи хватает. Но вообще, в принципе, не так Байкал засран, как некоторые бывают пляжи. Более-менее чисто там. Но вот стекла бывают попадаются. Страшно, ноги можно порезать. Вот. И еще, кстати, на заметку. Тут вода мега дорого стоит. 200 рублей литр воды. А я сейчас в поселок ходила в сам. И там вот, когда на микроке приезжаете, да, выходите, идете вперед прям почти до конца. Там есть магазин хороший. И там вода гораздо дешевле стоит. Пирожки там есть, короче, там можно закупиться едой, водой. Это говорю тем, кто собирается, чтобы здесь не тратиться. Тут мега цены просто нереальные. То можно туда, вот в этот магазинчик сначала зайти, затариться, а потом уже дальше идти. Коврик такой красивый, розовый. Можно собирать. Ой, пахнет как. Вообще руками потрогала, и руки теперь пахнут. Вот пока я горячая, не остыла, сейчас пойду в Байкал окунусь. Потому что уже вечереет, и вечером я, наверное, не рискну. Вечером резко холодает, прям холодно. Трепет так палатку вообще. Ну ничего, эта палатка все выдерживала, я надеюсь. Она ветер этот выдержит. Ее прям пригибает. Ну, не палатку, вот эти вот тамбура. Пригибает. Хотя я растянула нормально так. Ну вот, все нормально, слава богу. Все нормально, вроде. Пока, на первый взгляд. Я змею нашла. Она мертвая. Я не знаю, что с ней. Бедная. Жалко-то как. Солнце спряталось, вообще холодно. Я мокрая, мне холодно. Но сейчас выглянет из-за тучек. О, ветер вообще холодный. Надеюсь, меня слышно будет, что я говорю. Короче, тут опасно по пляжу ходить. Тут змеи, получается, есть.
камушки. Сейчас обсохну, мне должно быть потеплее стать. Но там что-то огромная такая туча, солнце закрыло. Сейчас она медленно идет, сейчас пройдет и должно теплее стать. Не знаю, окунусь ли я еще сегодня. Хочется завтра уже уходить отсюда. Утром, если у меня сил хватит, утром холодно, забежать еще раз в Байкал перед тем, как собираться. Такие камушки белые, красивые. Хочется забрать, но не буду. Сейчас наберу камней, мне еще ходить и ходить. Смотрите, какой я камень красивый нашла. Здесь как будто ежик, да? И там такие горы. Можно из него реально поделку классную сделать, нарисовать что-нибудь. Но он очень тяжелый, а мне еще ходить и ходить, я не могу его забрать. Он такой красивый вообще. Положу, может, кто-нибудь найдет. Вообще камни интересные. Тут вот, например. Такой классный. Красивый тоже. Ой, муравей, муравей, муравей. Или вот, например. Тоже интересный такой. Смешанная порода какая-то. И вот такой вид. Хочется показывать и показывать, потому что красота такая, волны такие. В общем, я реально конкретно что-то замерзла. От Байкала, от холода. Я еще мокрая там под низом. Надо идти переодеваться и одеваться потеплее. Я уже ногти синие, холодно вообще.